Тема «Вечное возвращение». Очень кратко. Вечное возвращение – это концепция, согласно которой Вселенная и все сущее повторялись и будут продолжать повторяться бесконечное количество раз. Вечное возвращение одного и того же – центральная идея философии Фридриха Ницше. Про Фридриха Ницше есть видео на канале, я оставлю ссылку, согласно которой все события повторяются бесконечно. Для Ницше это циклическое понимание времени является основой наивысшего утверждения жизни. О вечном возвращении часто говорят с пессимизмом. Оптимизм внушает то, что вызывает спасение в конце. С другой стороны, есть яркость, освобождение от ограничений, связанных со спасением. В этом смысле вечное возвращение – это состояние свободы между существованием и волей, которые могут принять только сверхлюди, которые не пренебрегают своей жизнью. Вечное возвращение – это не просто судьба, а фундаментальное состояние мира, вызванное свободной волей. Вечное возвращение – это сильная идея для жизни, и в то же время необходимо иметь в виду, что жизнь никогда не перевоплощается из предыдущей жизни в нынешнюю жизнь, в следующую жизнь. В общем, в отличие от идей реинкарнации. Следовательно, необходимо утверждать сильную жизнь, чтобы говорить своей жизни «да» вместо «нет». Заратустра видит иллюзию смерти во тьме, которую он поднял, всегда от самого глубокого к высшему, познавая тьму, разрушая тьму, умирая и все еще утверждая сильное право на жизнь. Позиция сильного кивка самому себе в этот момент – это способ стать сверхчеловеком, и это основа вечного возвращения. По утверждению Сусуму Нишибе, искать нужно именно реальность, истину, но истина поселилась в словах, а собственное существование дано лишь в виде хранителя. Кажется, что слово несет реальность, истину, двигаясь по лугу, называемую историей, но собственное существование – это всего лишь пастух. Реальность постепенно осознается через жизнь хранителя и пастуха. И в целом такова реальность человеческих существ. Если мы назовем это ничто, люди ищут истину и навсегда пребывают в ничто. И я знаю, что у меня нет другого выбора, кроме как вернуться. Другими словами, это вечное возвращение Ницше. С точки зрения релятивизма, который отрицает не только абсолютное добро и зло, но и относительное добро и зло. Все добро и зло, превосходство и неполноценность – это всего лишь субъективные мысли человеческих существ. Это близко к теории Будды о непостоянстве всех вещей. Однако Ницше отверг буддизм как смирение, вечное возвращение, более активно, когда все вещи одинаково бесполезны и нет ни конца, ни начала. Ницше называет сверхчеловеком того, кто находится в состоянии любви или у кого есть сильная воля создавать и устанавливать новые ценности из ничего. Тот факт, что нет границ, нет традиции, нет порядка, означает, что все новые ценности и новый порядок могут быть построены на этой основе. В Древнем Египте скоробей рассматривался как знак вечного обновления и возрождения жизни, напоминание о будущей жизни. Цикличность времени была отражена в календарях майя, инков и ацтеков. В Древней Греции концепция вечного возвращения была связана с такими философами, как Эмпидокл, Зенон Стоик. Про Зенона Стоика есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Эта идея также была высказана в эпическом произведении Вергилия в Энеиде, когда герой Эней спускается в подземный мир и узнает своего покойного отца, чья душа продолжает жить в Элизиуме. В древнегреческой мифологии часть загробного мира обитель душ блаженных, что система метампсихоза, метампсихоз в философии означает переселение души, особенно ее реинкарнацию после смерти, обеспечивает продолжение человеческого рода. После смерти каждая человеческая душа проходит период очищения, очищаясь от нечистоты, накопленной во время их жизни на земле. Однако большинство душ обречены вернуться к существованию на земле. И все же, прежде чем они вернутся, Бог призывает их к реке, где они пьют воду, чтобы забыть то, что они испытывали, а именно все страдания и наказания за свои грехи, а также борьбу и тяжкий труд, которые сопровождали их. Другими словами, как только они вступают в свое новое воплощение, существование, они оказываются в неведении, как о том, что они сделали в своем предыдущем существовании, что навлекло на себя все наказания в загробной жизни, так и о самих наказаниях. Таким образом, они оказываются
оказываются в положении, когда они обречены повторять свои проступки все время, оставаясь в неведении. Дэвид Квинт утверждал, что этот момент у Вергилия иллюстрирует терапевтические эффекты забвения, то, как акт забвения обеспечивает продолжение жизни. Это одна из интерпретаций, но суть, похоже, заключается в более трагической ноте о том, как люди обречены снова и снова совершать одни и те же ошибки из-за невежества. Энеида в более общем плане принимается как имеющая полностью трагический взгляд на человеческое существование. Символ цикличности Уроборос, свернувшийся в кольцо змеи или дракон, кусающий себя за хвост, использовался в алхимии. Концепция вечного возвращения в XVII веке разрабатывалась философом и физиком Томасом Брауном, в XIX веке Артуром Шопенгауэром. Про Артура Шопенгауэра есть видео небольшое на канале, я оставлю ссылку, одним из источников философии которого были Упанишады, и Фридрихом Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» и в других. Иудаизм и другие авраамические религии считаются одними из первых религий, которые пошли против веры в вечное возвращение, подчеркивая вместо этого, что у мира есть начало и конец. Иудейская эсхатология считает, что произойдет ряд событий, включая пришествие Мессии, всеобщее воскресение и страшный суд, судный день. Христианская и исламская эсхатология добавляет к этому повествованию Антихриста, противостоящего Мессии, окончательную битву между силами добра и зла, называемую христианами Армагеддоном. В Экклезиасте утверждается, что было, то будет снова, что было сделано, будет сделано снова. Нет ничего нового под солнцем. Согласно Аврелию Августину, некоторые философы цитировали это в поддержку доктрины вечного возвращения. Он же в своем трактате о Граде Божьем осудил такое толкование. Концепция циклических закономерностей широко распространена в индийских религиях, таких как джайнизм, индуизм, сикхизм, буддизм. Важное различие заключается в том, что события не повторяются бесконечно. Души рождаются до тех пор, пока не достигнут спасения. Колесо взаимозависимого происхождения представляет собой бесконечный цикл рождения, жизни и смерти, от которого человек стремится освободиться. Концепция вечного возвращения встречается в нескольких трудах Фридриха Ницше, таких как «Веселая наука», «Так говорил Заратустра». В книге «Как становятся сами собой» он писал, что мысль о вечном возвращении была фундаментальной концепцией в книге «Так говорил Заратустра». Происхождение этой идеи датируется самим Ницше августом 1881 года. Интерпретации вечного возвращения, как они проявлялись в работах Ницше, в основном вращались вокруг космологических, мировоззренческих и нормативных принципов. Что касаемо космологического принципа, предполагалось, что это означает, что время является круговым, что все вещи повторяются вечно. Неясно, в какой степени или вообще Ницше верил в истинность этого принципа. Согласно Хайдеггеру, именно бремя, налагаемое вопросом о вечном возвращении, может ли такое быть правдой или нет, эта мысль об этом является самой обременительной мыслью. Роберт Уикс предполагает, что концепция вечного возвращения служит для отвлечения внимания от всех миров, поскольку вечное повторение исключает возможность какого-либо окончательного бегства из нынешнего мира.
Анализ Уикса также подразумевает, что вечное возвращение относится не к бесконечному повторению конкретных событий, а скорее к неизбежным общим обстоятельствам, которые составляют существование в физическом мире. Жиль Делез, про Жиля Делеза есть видео на канале, я оставлю ссылку, предположил, что вечное возвращение Ницше было не только директивой для этического поведения, но и радикальным пониманием природы времени. Как он выразился, настоящее должно сосуществовать с самим собой, как прошлое и еще грядущее. Синтетическое отношение момента к самому себе, как к настоящему, прошлому и будущему, обосновывает его отношение к другим моментам. Таким образом, вечное возвращение является ответом на проблему перехода между прошлым и настоящим, или настоящим и будущим. Делез противопоставил это пониманию того, что Ницше имел в виду буквальное, механистическое возвращение того же самого момента. Делез скорее утверждал, что Ницше пытался синтезировать бытие и становление. Не бытие возвращается, а скорее само возвращение составляет бытие, поскольку оно утверждается в становлении. Альбер Камю, про Альбера Камю есть видео на канале, я оставлю ссылку, исследовал понятие вечного возвращения в мифе о Сизифе, в котором повторяющаяся природа существования предстает абсурдом жизни, чему герой стремился противостоять. Хотя задача многократно катить камень вверх по склону без конца по своей сути бессмысленна, задача, стоящая перед Сизифом, состояла в том, чтобы воздерживаться от отчаяния. Камю заключал, нужно представить Сизифа счастливым. Идея Ницше о вечном возвращении оказала большое влияние на постмодернизм. Про постмодернизм есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Активный нигилизм Ницше использовался нацистами с политическими целями, что привело к катастрофическому ущербу. В дальнейшем он становился популярным среди молодых людей. Активный нигилизм подпитывал их кратковременные и слепые акты насилия. Тот факт, что не существует не только абсолютного добра и зла, но также относительного добра и зла, с такой опасной идеей все варварство и любые проступки допустимы. Философ Хитоши Нагай указал, Ницше потерпел поражение как мыслитель. Вечное возвращение – это не научно детерминированный феномен или политическая мысль, а один из столпов экзистенциализма и может быть вызван ментальным феноменом человека. Вечное возвращение Ницше можно интерпретировать как стремление настаивать на абсолютной свободе личной иллюзии, крича, что люди могут преодолеть причинность и ось времени в рамках личной иллюзии. В связи с этим Хитоши Нагай подчеркивает, что вечное возвращение – это не идея, а опыт, который однажды внезапно поразил Ницше. Хитоши Нагай указывает, что философия Ницше – это серьезный вопрос. Конечно, философия Ницше безумна, но это не безумие, происходящее от невежества или короткого замыкания. Это результат того, что обычные люди продолжают задавать вопросы, останавливаясь в подходящих местах. Христианство проповедует всеобщую любовь, но разве это не нигилизм, отсутствие любви к чему-либо в том, чтобы сказать, что вы любите все одинаково? Идея Ницше больше не поддерживается большинством и больше не возрождается как политическая идея. Этого не может быть. В этом отношении Ницше, несомненно, потерпел поражение как мыслитель. Однако одна из характеристик философии Ницше состоит в том, что ее трудно опровергнуть логически, даже если ее можно отвергнуть чувственно.